Я вас приветствую на нашем канале 10 лучших островов для отдыха. И это видео будет посвящено дороге от городка Дамбула до ее достопримечательностей. А также я расскажу про нюансы посещения этих храмных комплексов. Хотя пещерные храмы Дамбула постоянно называют одним названием «Золотой храм», на самом деле это две достопримечательности, хоть и находятся рядом друг с другом. Золотой храм находится у подножия горы, а пещерные храмы Дамбула находятся на склоне горы на высоте 160 метров. Посещение обоих достопримечательностей входит в стоимость единого билета. Золотой храм является современным сооружением, окончательно построенным лишь в 2000 году на пожертвование японцев. По сути, это музей и экспозиция, которая состоит из многочисленных статуек Будды. С правой стороны от здания Золотого храма есть лестница, ведущая на крышу, где установлена 30-метровая статуя сидящего Будды и два павильона по краям от него. Отсюда же открывается панорамный вид на окрестности. Подняться на крышу можно бесплатно, а вот за доступ к пещере придется заплатить. Это 1500 рупий с человека. Причем касса находится с противоположной стороны горы, то есть со стороны входа в пещерный храм. Мы знали про эту особенность, и поэтому советуем сделать точно так же, как мы. Осмотр достопримечательно начинать не со стороны Золотого храма, а со стороны входа в пещерный храм. И как я говорил ранее, пещерный храм находится на высоте 160 метров. Отсюда и делайте вывод. Если вы подъедете со стороны Золотого храма, вам придется эти 160 метров подняться по лестнице, потом спуститься вниз, взять билеты и по новой подняться наверх. Поднявшись на площадку перед входом в храмовый комплекс, вам надо снять обувь. Либо оставить в специальной будке под присмотром, это стоит 25 рупий, либо лучше не делать, потому что если оставить обувь без присмотра, ее, скорее всего, стащат обезьяны, а их там очень большое количество. После этого проходите входной контроль, где проверяют сумки и рюкзаки, и заходите на территорию пещерного храмового комплекса. Возраст пещерного храмового комплекса составляет примерно 2200 лет. Следы деятельности человека датируются 1 веком до нашей эры. Настенные росписи пещер покрывают примерно площадь 2100 квадратных метров. А особое культурно-историческое значение имеют 157 храмовых статуй. Согласно находкам археологов, данная местность была местом проживания людей еще в добуддийскую эпоху. Пещеры храма Дамбулы расположены под скальным навесом, включают в себя 5 пещер разной площади и размером. Каждая из них имеет собственное название. Место приобрело популярность в качестве паломнической обители еще во II веке до нашей эры. По легенде, сингальский король Валагамба, правящий королевством Анурадхапура, первым превратил здешние пещеры в великолепные храмы в I веке до нашей эры. В знак благодарности за то, что он укрывался там в период, когда его королевство было захвачено империей Чола из Южной Индии. Первая пещера называется пещера короля богов. Вторая пещера называется пещера великих королей. Третья пещера называется Великий Новый храм. Четвертая – Западный храм. И пятая пещера называется Второй Новый храм. К большому сожалению, помещение изнутри освещается очень плохо, в связи с чем сделать хорошие фотографии непросто, а посмотреть есть на что, ведь некоторые статуи и фрески сохранились со времен постройки комплекса. А в самой большой пещере в центре стоит сосуд с водой, обнесенной клеткой. Капли воды капают с потолка пещеры и постепенно наполняют сосуд водой, которая затем используется во время церемонии. Вода считается священной, поскольку рассказывают, что она поднимается вверх по стене, а затем скапливается на потолке и капает вниз. Благодаря самой большой коллекции статуй Будды, пещерный комплекс является самым крупным храмом в Южной Азии. Храм ежегодно посещает огромное количество туристов и паломников. Время работы комплекса с 7:30 утра до 6 вечера. Перерыв в кассе с 12:30 до часа дня. Ну вот мы с вами и подъезжаем
входу в пещерный храм Дамблы. И еще раз хотите, что отель желательно брать между Дамблой и Сигирией, поближе к Сигирии, чтобы как можно раньше попасть на вершину комплекса Сигирии, а не по солнцу подниматься по лестнице. И после обеда уже, отдохнув, приехать сюда и посмотреть пещерный комплекс и храм Золотого Будды. Смотри, как по стене. Вон он. Где курсы? Билет, да? А, собака они дерутся. Чё? Ну и чё? Гоняешь их, да? Правильно, так и гоняй. Все? Все, пойдем. А что, храм платный вход? А? Храм платный вход? А ты что там, молишься? Для туристов всегда платный. Сидит, смотри, как сидит, уплотил. Мартышки. Собака и гонял. И вон впереди. Идет такая и не смотрит. आप यहीं बैठ जाइए जूता जल्दी से हम भी लोग बैठ जाओ एक सीट पे बैठ रुकिए मैं अपनी काम करती हूँ А это карьер, откуда брали камень для строительства Золотого храма. А вот сейчас вы видите, вот оттуда и поднимаются люди, если они заходят со стороны Золотого храма. А это лестница, откуда мы поднялись. И поэтому приходится, если люди идут со стороны Золотого храма, подняться до сюда,
теперь спуститься вниз, взять билеты, подняться наверх, и после этого только они проходят в комплекс пещерных храмов. Pour les chaussures. Tu veux lire, oui. Подписывайтесь на наш канал 10 лучших островов для отдыха. Сам пещерный храм мы покажем в следующем видео. До скорых встреч!